Всем привет! У нас сегодня в гости Юлия. Будем учиться делать венецианку. Человек наносит венецианскую штукатурку очень профессионально, очень красиво, она художник. Мы вот такой приготовили образец. Здесь у нас гипсокартон и где-то есть дефекты. Я их немножко подшпаклюю, и если что-то пойдет не так, то я сама и виновата. Ну вот все, вот так вот сделаем, подсушим и будем смотреть нанесение. Заодно и поучимся, и вас поучим. Вот так, чуть-чуть покрасивее будет, и все, я думаю. Ну и подшлифуем чуть позже. Под венецианскую штукатурку должна быть идеально ровная, гладкая поверхность. Гипсокартон максимально для этого, как нам кажется, подходит. Ждем высыхания, подшлифуем и будем наносить. Небольшую фактурку наносим сначала. Венецианская штукатурка будет на небольшом рельефчике. Смотрите внимательно и ничего не упустите. Работа стоит дорого. Вы сейчас сами все это увидите. Почему дорого? Потому что это трудоемкий, долгий процесс. Слой за слоем, чтобы добиться какого-то красивого результата. Опять вот у нас руки женские мастеры, да, в кадре. Вот пока у нас профессионалы, мужчины думают, прийти к нам или не прийти. И все, пока они думают. Девчонки уже тут. Все, обращаемся по Удмуртии за услугами. А далеко ездим, чтобы люди знали? В Сочи ездим, в Москву ездим. Слушайте, Сочи, Москва, ну, наверное, объем интересен, да, будет? Ну да. Вот кому надо, да, название материала, пишите в комментариях, мы ответим. Или по ссылкам в описании вы можете заказывать товар, если вам нравится. Смотрите, как можно тоже сделать эффект бетона, например. Ветровки. Да. Расход, наверное, грамм 600 в данном случае. Ну, на ровную поверхность, понятно. Тонюсенький вообще.
Мы сейчас одновременно и заглаживаем, и немного выравниваем, чтобы у нас все-таки венецианка тонкий материал, его потом было проще полировать. И заодно создаем рисунок. То есть даже если нет навыков нанесения ровного там слоя, ну как, допустим, нам нужно наносить там, чтобы везде был там миллиметр, допустим, не страшно, потому что с помощью шпателя потом это все разравнивается. Тут у нас уже подсохло, тут еще сыровато, поэтому можно пропитать еще. Тонкий слой, небольшая шагрень с помощью валика и приглаживается. Получается смысл. Я тоже учусь тихонечко. Почему лучше делать это шпателем? Потому что кельмы, получаются, могут прям сильные такие продиры получаться, которые нам не нужны. И еще, если, например, стена же не может быть абсолютно идеально ровная, кельма цепляет где-то местами, да, и дефект вот этот остается. А шпатель, он поуже и им легче. Я потому что знаю, что напишут, почему шпателем. Тоже. Ну, то есть, действительно, большим-то инструментом удобнее было бы, но вот без дно никак не обойтись. Шпателем в данном случае таким с закругленными углами, с хорошей сталью. Причем, если хотите эффект бетона, желательно делать только крест-накрест движения. Потому что бетон у нас, в принципе, такой брутальный, у него нет каких-то таких вот замазов. Также такую же фактуру можно использовать, если вы хотите какие-то каменные такие дырочки, как в срезе камня. Вы можете, наоборот, как раз ввести в диагональ. Когда у вас закладится побольше, если сильнее нажимать, можете с водичкой прям подбрызгивать, сильнее будет заглаживаться. Абсолютно все можно делать, все, что угодно. Да. Вот даже вот сейчас уже ничего не нанося, можно, грубо говоря, там покрыть воском колерованным, ну, запатинировать, да, скажем так, и все. Уже можно. Но наша цель не так. Это было бы слишком просто. Да. Вообще полностью наносим весь слой. Наносим акриловую венецианскую штукатурку на акриловую фактурную штукатурку пастообразную, которая без зерна. Акрил на акрил. Вот оно как бы кажется, да, изначально, что как будто бы просто наносим да доносим. Оно на самом деле не все так легко, как кажется. То есть это слой за слоем, каждую царапинку проглядывать, каждую дырочку, проплешинку, все смотреть. Вот здесь проседает. Просела она в фактурную штукатурку, и видите, как красиво, какой красивый эффект. А можно было бы даже ничего, дальше снова не делать. Мне вот лишь бы только ничего не делать. Мне вот лишь бы ничего
ничего не делать. Первый слой уже красиво. А сейчас вот второй слой венецианку нанесли, ее бы полирнуть, и все. Она бы блестела, как зеркало сверху, и внутри такой матовый эффект был бы. Вообще шикарно. Это для тех, кто хочет максимально просто, максимально недорого. Вот это как раз ваш вариант. По ссылкам в описании вы можете перейти для консультации по нашим товарам. И также вы можете запросы делать, например, на работу. Также можете писать в комментариях. Немножко приполируем, чуть-чуть почистим вертушечки. Мало ли где-то что-то пропустили. По высохшей поверхности венецианка, жидко разведенная с колером, нанести вот так вот можно полосочку и губочкой ее растушевывать. Так, ну в данном случае я думаю, что надо определенный художественный иметь взгляд, чтобы чертить вот эти линии и какие-то делать тени, то есть растушевывать, уводить на нет края. Самое главное сделать более такую полупрозрачный рисунок, потому что все-таки в мраморе у нас нет таких прям четких линий, они все как будто бы, ну они же натуральные. Это мы делаем только еще подмалевок, грубо говоря. Что-то, возможно, уйдет потом. Что классно по венецианке рисовать. Если тебе что-то не нравится, ты можешь просто взять и стереть. И тебе ничего за это не будет. Просто надо чистые тряпочки, салфеточки. Но у нас фактура и у нас рисунок останется, все равно цвет останется немножко в дырочках, ну это вообще будет наоборот классно. Добавим сюда еще один цвет или несколько цветов. Процесс это не быстрый. Наслаждайтесь. Заваривайте кофе, чай. Кстати, можно полирнуть будет наверх, и они станут такие. Да. Прям, Ярче. не то что ярче, они будут не такие четкие. Они где-то пропадут,
И как раз будет классно. Я пользуюсь этим. Когда мне что-то не нравится, пошкурила, все классно, красиво стало. Ну что, нам не хватает какого-то акцента, да? Прям. Как у нас композиция такая разбитая. Я думаю, можно, грубо говоря, мы ее тоже проработаем. Вот у нас пошла волна, и, допустим, она пусть уходит куда-нибудь. Вот в эту вот. Ничего страшного, если у нас куда-то капнуло, это все либо можно вымыть, либо потом там нарисовать какие-то трещинки. То есть, это, если вы делаете где-то на большой стене, вообще не бойтесь. Никто вам не скажет, ну, это что-то. Все, что наносилось, все вот эти краски растираются влажной губкой, растушевываются до полупрозрачного состояния местами и добавляются новые линии. То есть вы видите всю сложность работы, и она это наносит уже достаточно длительное время. То есть такая очень кропотливая работа. Прорисовывать, растушевывать, чтобы в итоге образовалась натуральная такая поверхность, да, композиция. Так, отойду с этой стороны, покажу, что тихонечко у нас получается вот так. Много-много линий, разные цвета. Все они перемешиваются между собой. Ну, на самом деле мы специально сейчас взяли яркие цвета, чтобы и вам было интереснее смотреть для наглядности. Ну и вообще фантазировать можно. Угу. И мне кажется, вот эта фактура, которая была изначально, она в итоге еще придаст натуральности. Так, где бы вам ее подловить? Вот она. То есть в итоге она даст такой прям натуральный вид. Если в других штукатурках, фактурных каких-то, допустим, можно много говорить, какие-то детали рассказывать, то здесь нечего особо рассказывать, здесь только ручная работа. То есть нанесли слой, мы вам показали. Первый. Второй слой нанесли, показали. А дальше уже все ручная работа, то есть смешивание цветов. Это, конечно, нужно все видеть и понимать. Иногда можно сбрызнуть водичкой с помощью пульверизатора. Там, где хочется побольше размыть, растушевать. Появляется интересная фактура в подтеках именно. Угу. Натуральная. А то есть наша цель, чтобы вода стекала, да? Да. Угу.
Мы почти что близимся к финалу. Покрываем воском. Как вам это показать? В кадре его не видно. Вот такой, видите, воск. Венецианский. Угу. Тоненько-тоненько его наносим. Вот когда все время чего-то хочется добавить, то можно использовать еще золото дополнительно. Что можно наверняка. Ну, какой-то дополнительный, блестящий. Готовый результат. Так, еще раз знакомьтесь, Юлия. Можете заказывать работы, пишите. Обменяем контактами. Венецианку можно у нас приобрести. Вот это полностью ручная работа. И надеемся, что вам понравилось. Ставьте лайк обязательно, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!